Здравствуйте! Сегодня я покажу, как сплести милую небольшую бабочку. Такую бабочку можно использовать как подвеску, как небольшую брошь или украсить ей колечко, что я и покажу в этом видео. Для бабочки я беру чешский бисер номер 10 золотого цвета, граненые бусинки диаметром 2 мм темно-зеленого цвета. Бусинки, кстати, можно заменить на бисер номер 10, биконусы размером 5 на 4 мм. А вообще размеры могут быть разными, так как материалы можно легко подогнать друг под друга. Леска у меня 0,16 мм. Я беру тонкую, так как нужно будет по несколько раз проходить в бисер и бусинки. Начинаю с серединки бабочки. Набираю 4 бисеринки. Опускаю их вниз, оставляя небольшой хвостик. Прохожу во все 4 бисеринки снизу вверх. Затягиваю и связываю обе лески между собой 2 раза. Кстати, можно и не проходить второй раз в бисерины, а сразу связать лески между собой. Но я так делаю, чтобы укрепить основу. Сейчас узелок протяну через 2 бисеринки, чтобы ненужный конец второй лески можно было обрезать не у самого узелка и чтобы он не развязался. Вытягиваю. Вот где оказался узелок. Или можно сам хвостик спрятать в соседнюю бисеринку. Это уже кому как удобно. Леска внутри и узелок не развяжется. Готово. Набираю одну зеленую бусинку и прохожу в соседнюю бисеринку. Теперь набираю золотую бисеринку и снова прохожу в соседнюю бисеринку. Напротив зеленой бусинки ставлю еще одну зеленую. А напротив золотой ставлю золотую. Прохожу в золотую бисеринку и сразу в зеленую бусинку. Это серединка бабочки. Набираю 3 бусинки и прохожу в ту же бусинку, из которой выходит леска, только с обратной стороны. Я еще раз пройду по всем бусинкам получившегося крестика, чтобы он был крепче. Но это делать совсем не обязательно, если все крепко держится. У меня же крестик слишком слабенький. Прохожу в верхнюю бусинку крестика. Набираю 2 биконуса и 2 бусинки, опускаю их вниз. 2 бусинки отодвигаю. Иглой прохожу в 2 биконуса и сразу прохожу в следующую бусинку в крестике, соседнюю с той, из которой выходит леска. Обязательно хорошо затягиваю, а на макушке поправляю бусинки, чтобы они были параллельны друг другу. Это основа для верхней части крыла. Для нижней набираю 1 биконус и 2 бусинки. Опускаю. 2 бусинки отодвигаю. Иглой вхожу в биконус и сразу в следующую бусинку из крестика. Хорошо подтягиваю и поправляю бусинки на макушке, чтобы они стояли рядышком и параллельно друг другу. Иглой вхожу в следующую бусинку в крестике и сразу в еще одну верхнюю. Набираю 6 бусинок и вхожу в верхнюю бусинку на макушке. Набираю 3 бусинки, прохожу во вторую бусинку на макушке, формирую уголок у крылышка. Обязательно расправляю их ровненько и леску подтягиваю. Снова набираю 6 бусинок и прохожу вот в эту бусинку сверху вниз.
А теперь прохожу в крайнюю из 6 набранных бисерин. Вот таким образом. То есть поворачиваю назад. Хорошо затягиваю. Набираю 3 бусинки и прохожу в верхнюю из 2 бусинок на макушке, оплетая нижнюю часть бабочки. Теперь набираю 1 бусинку и прохожу в соседнюю бисеринку на макушке, формируя второй уголок у крылышка. Набираю 3 бусинки и прохожу в нижнюю бусинку в крестике. Вот так. Прохожу в соседнюю бусинку, поднимаясь наверх. И прохожу сразу в 2 золотых бисеринки. Сейчас буду делать голову бабочки и усики. Набираю 2 золотые бисеринки и прохожу в эту же бисеринку с обратной стороны. Прохожу в одну из 2 набранных бисеринок с той стороны, где леска. Сейчас переверну бабочку, чтобы мне было удобнее держать и плести. Набираю 2 золотые бисеринки, опускаю их вниз, 1 бисеринку отодвигаю, прохожу в 2 золотые бисеринки сверху вниз. Подтягиваю. Первый усик готов. Прохожу в центральную золотую бисеринку. И в торчащую золотую бисеринку, чтобы плести второй усик. Набираю 2 золотых бисеринки. 1 крайнюю бисеринку отодвигаю и прохожу в 2 золотых бисеринки сверху вниз. Второй усик готов. Снова прохожу в центральную золотую бисеринку. Подтягиваю. Усики готовы. Перехожу ко второму крылышку. Для этого прохожу в золотую и сразу в зеленую бусинку. Начинаю плести второе крылышко, как обычно, с крестика. Набираю 3 зеленые бусинки и прохожу в зеленую бусинку, из которой выходит леска, с обратной стороны. Чтобы крестик был крепким, я еще раз прохожу по нему по кругу. Прошла. Поверну бабочку, чтобы было удобно. Прохожу в соседнюю зеленую бусинку. Набираю 1 биконус и 2 зеленые бусинки. 1, потому что это нижняя часть крылышка. С этой стороны крылышко плетется с нижней части. 2 бусинки отодвигаю, прохожу в биконус и сразу в соседнюю боковую бусинку снизу вверх. Затягиваю и выравниваю 2 зеленые бусинки. Теперь набираю уже 2 биконуса и 2 бусинки. Опускаю. Бусинки отодвигаю. Прохожу в 2 биконуса и сразу в верхнюю в крестике бусинку. Прохожу в соседнюю зеленую бусинку. Бабочку поворачиваю, чтобы было удобней. И прохожу в следующую в крестике соседнюю бусинку. Второе крыло оплетается с нижней части. Набираю 3 бусинки и прохожу в одну из бусинок на макушке.
Набираю одну бусинку и прохожу во вторую бусинку на макушке. Получается уголок на крылышке. Здесь набираю 4 бисеринки, так как одна уже пойдет на оплетение верхней части крыла. Прохожу в зеленую бусинку, которая между биконусами, снизу вверх. Теперь нужно пройти в крайнюю из ранее набранных бисерин. Получается, поворачиваю в обратную сторону. Хорошо подтягиваю. Так как здесь у меня уже одна бисеринка есть для этого ряда, вот она, поэтому я набираю 1, 2, 3, 4, 5, набираю 5 бусинок. Набрала. Прохожу в одну из 2 бусинок на макушке. Набираю 3 бусинки. Прохожу в соседнюю бусинку на макушке, чтобы сформировать уголок крылышка. Набираю 6 бусинок. Прохожу в верхнюю бусинку на крестике. Второе крылышко готово. Сейчас я хочу пройти по контуру крылышек, чтобы их укрепить, так как леска тоненькая и крылья плохо держатся. Пойду по бусинкам в обратную сторону. Прохожу в первые 2 бусинки. Подтягиваю. И видно, что крыло уже приобретает более ровную округлую форму. Теперь просто прохожу по всем бусинкам. В бисеринку в середине, которая стоит бочком, не прохожу. Сразу иду в бусинки нижней части крыла. Прохожу в нижнюю бусинку крестика не с этой стороны, как обычно, а с обратной. Подтягиваю. Крыло крепкое и оформленное. Теперь надо пройти по крестику, чтобы выйти к центральной части. По золотым бисеринкам иду к соседнему крылышку. Прохожу в боковую зеленую бусинку крестика. Теперь нужно пройти весь крестик для того, чтобы леска оказалась с обратной стороны бусинки. То есть леска раньше все время была с одной стороны, а теперь выходит с другой. Это нужно для того, чтобы крыло лучше держало форму. Начинаю проходить по контуру второе крыло. В центральную бисеринку не прохожу. Обязательно подтягиваю. В конце прохожу в верхнюю бусинку крестика с обратной стороны. Раньше заходила с этой стороны в бусинку, а теперь с другой. Подтягиваю. Сейчас крылья уже крепкие и имеют четкую форму. В принципе, на этом этапе бабочка уже готова. Можно закрепить леску, или же пришить ее куда-нибудь за эту леску, или прикрепить к застежке. Но я буду делать колечко. Поэтому опять прохожу по крестику в обратном направлении, чтобы выйти из центральной бусинки. Колечко будет из золотого бисера, как и центральная часть бабочки. Набираю 2 золотые бисеринки. Вхожу в бусинку с обратной стороны.
Разворачиваю, чтобы было удобно. Леска у меня выходит с правой стороны, поэтому я прохожу в правую боковую бисеринку. Снова набираю 2 бисеринки и вхожу в соседнюю бисеринку сверху вниз. Теперь прохожу в соседние 2 бисерины снизу вверх. Опять набираю 2 бисерины. Прохожу в соседнюю бисеринку сверху вниз. И поднимаюсь в 2 соседние бисеринки снизу вверх. Таким образом плетется все колечко. 2 бисеринки набираю, прохожу в соседнюю бисеринку сверху вниз, и поднимаюсь в 2 соседние бисеринки снизу вверх. Плету цепочку длиной равной окружности пальца. Обязательно примеряю. Цепочка нужной длины мне готова. Примеряю еще раз вокруг пальца, чтобы колечко хорошо сидело. Перехожу к креплению колечка. Цепочку заворачиваю в форме колечка. Крепить буду к бусинке на противоположной стороне, там, где начало второго крылышка. Леска выходит из правой бисеринки. Значит, прохожу в бусинку с правой стороны. Прохожу во вторую соседнюю бисеринку и затягиваю. Снова захожу в бисеринку, бусинку и бисеринку. Если в бусинку игла уже не проходит, можно сразу пройти в соседнюю бисеринку. Теперь можно подняться по нескольким бисеринкам вверх и закрепить. Креплю следующим образом. Иглой прохожу под леской. Получается петелька. Прохожу в эту петельку и затягиваю. Снова прохожу в несколько бисеринок. Подныриваю под леску. Делаю петельку. Прохожу в нее и затягиваю. Можно сделать еще узелок для надежности. Затем прячу леску в бисер. Подтягиваю и обрезаю леску. Все, колечко с бабочкой готово, можно примерять. Вот такая красота получилась.